Привет, фанаты BTS. Трогательный сюрприз. Чингук и Чимин смотрят новый клип J-Hope «Killing It Girl». Без всякого предупреждения двое самых любимых участников BTS, Чингук и Чимин, неожиданно появились в прямом эфире на официальной платформе группы, вызвав невероятный восторг у армии по всему миру. Трансляция получилась поистине особенной, не из-за масштабного промоушена или замысловатых трюков, а из-за своей простоты. Без ярких фонов и помпезных декораций эти двое выглядели непринужденно и естественно, сидя рядом в теплой, приглушенной комнате с включенным монитором перед ними. С первых минут их чувство товарищества покорило зрителей. Они начали трансляцию с непринужденного разговора, обсуждая свои графики, последние дни и привычный распорядок дня, который теперь, несмотря на перерыв в работе группы, стал более расслабленным. Однако Чимину и Чингуку не потребовалось много времени, чтобы раскрыть главную цель своего присутствия в тот вечер. С фирменной легкой улыбкой Чингук сказал: «Мы собираемся посмотреть новый клип Хобби Хёна. Вы готовы?» Чимин с энтузиазмом кивнул и добавил: «Мы его еще не смотрели, поэтому хотели посмотреть вместе с вами. Давайте насладимся им вместе». Клип назывался «Killing It Girl», последний сольный проект J-Hope, коллеги по группе, давнего друга и артиста, с которым они выросли еще со времен Трейни. Когда видео началось, атмосфера в комнате изменилась. Двое наклонились к экрану, их лица были сосредоточенными и внимательными. Было видно не просто восхищение, а глубокая признательность за работу человека, за чьим ростом и развитием они наблюдали более 10 лет. Это был не просто случайный просмотр, это была искренняя дань уважения друг другу от двух коллег. Их комментарии лились естественно, без сценария или принуждения. Они говорили как друзья, наблюдающие за работой человека, которого уважают, полные честности, беззаботного подшучивания и проницательного наблюдения. Чингук, известный перфекционист в вопросах производства и исполнения, отметил мощную цветовую палитру клипа. «Видите, все было очень тщательно спланировано», — сказал он, поправляя позу. Чимин кивнул с улыбкой. «Это полностью в стиле Хобби». Он как будто рассказывает историю исключительно визуальными образами. Их анализ не был просто похвалой. Чингук отметил, как плавно и дорого выглядят переходы камеры в музыкальном клипе. «Выглядит дорого», — сказал он полушутя, но с благоговением. Тем временем Чимин подчеркнул, как освещение меняется в зависимости от эмоций каждого фрагмента песни, создавая кинематографическое настроение. Они обсудили множество технических аспектов, которые часто упускаются из виду случайными зрителями: слои звука, спад ритма в определенных моментах и их влияние на визуальный ритм. Чингук даже упомянул, что бит напоминает ретро-футуристический стиль в сочетании с современными элементами. Он не банальный. У него есть свой уникальный характер. Видно, что это его стиль, но в то же время экспериментальный. Когда началась хореография, глаза Чимина загорелись. Он возбужденно постучал по столу и воскликнул: «Это поле Хобби». Чингук, не менее впечатленный, прокомментировал: «Его движения такие чистые». Он действительно вывел это на новый уровень. Их реакция на танец J-Hope была искренней и наполненной гордостью, не просто как коллег, а как коллег-исполнителей, понимающих сложность достижения такого уровня точности и выразительности. Самым трогательным в этом моменте была его простота. Не было никакой попытки затмить всех. Даже во время своих комментариев эти двое часто предпочитали молчание, позволяя визуальным и аудиоматериалам говорить самим за себя. В этой тишине скрывалось чистейшее восхищение. Когда камера фокусировалась на J-Hope в энергичной сцене или на эмоциональном крупном плане, они просто обменивались взглядами или кивали, словно обмениваясь безмолвными фразами, понятными лишь тем, кто идет по одному пути с юности. Чимин однажды тихо заметил: «Это так чисто», постукивая по столу в такт песни. Он не преувеличивал. Он просто выражал уважение, гордость и, возможно, легкую ностальгию. Ностальгию по их долгому пути как братьев, коллег и артистов, подбадривающих друг друга из-за кулис. Эта трансляция была не просто контентом или милым подарком для армии. Это глубокое, честное и простое выражение признательности за упорный труд участников группы.
Напоминание о том, что за блеском и гламуром мировых достижений BTS кроется неразрывная связь, которая продолжает крепнуть, даже когда они находятся на разных сценах. А для ARMY, наблюдавших за этим вживую, этот момент стал прекрасным напоминанием о том, что настоящее братство не всегда проявляется в криках или шумных празднованиях. Иногда оно проявляется в самых тихих проявлениях. Два лучших друга сидят рядом, наблюдая за работой своего давнего друга, разделяя неподдельное восхищение.